Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня вторая рука нашей клиентки, на которой мы вчера наращивали форму пайп. Если вы не видели этот ролик, вернитесь ко вчерашнему ролику и внимательно посмотрите, потому что там я рассказывала именно о моментах моделирования данной формы. Ну и как у многих моих клиенток, у этой теперь будут тоже две разные руки. Это первый раз, когда мы с ней решили сделать такой эксперимент, но она настолько понравилась ей эта идея, она настолько довольна осталась этим процессом, что я думаю, теперь у нее тоже будут разные руки. Вот именно так происходит приучение моих клиентов к разному дизайну на руках. Причем в данном случае руки у нас будут категорически противоположны. Одна рука в черном цвете, вторая рука, как вы уже видели вчера, в белом. Итак, мы покрыли наши ноготочки и перекрываем их финишем без остаточной липкости, потому что в дальнейшем мы будем рисовать таким образом, что нам нужно будет натереть пигменты, и чтобы они не затерлись туда, куда нам не нужно, мы перекрыли всю оставшуюся поверхность безлипкой основой. Ну а теперь начинаем рисовать китайку. Как многие из вас знают, пасты, которые продаются у меня в магазине для китайки, не имеют остаточной липкости. Соответственно, если у них нет липкого слоя, в них не вотрется пигмент. Но у меня есть в магазине замечательный клей для фольги, который я немножечко подмешала в пасту, и благодаря этому паста у меня не потеряла пигментацию, потому что клей я подмешала совсем чуть-чуточку, но при этом у нее появился тот липкий слой, в который прилепится пигмент. И именно этим замесом из клея для фольги и пасты белой я рисую китайские цветочки вот в такой вот совершенно простой технике. Самые простые пятилистнички. Единственное, зачем мне нужно здесь проследить, это за тем, чтобы мои цветочки собирались в композицию. Поэтому этот момент смотрю внимательно, так чтобы композиционное решение на руках не противоречило моей задумке. Задумка же у меня состоит в следующем. Один пальчик у меня полного наполнения цветы, и два пальчика как бы дополняют его, вводя в общую композицию. Это решение попросила у меня сделать клиентка, ей очень нравится вот этот вот перетекающий дизайн на пальчиках. Она попросила меня конкретно эту композицию. Итак, вырисовываем наши цветочки, никуда не спешим, не торопимся. И даже с тем, что мы не спешим и не торопимся, дизайн в данном случае получается очень скоростной. Рисование этого дизайна у меня заняло на этой руке с отдельной просушкой, потому что руку мы сушили отдельно. Вторую руку мы сушили тоже отдельно, потому что там другой дизайн, напоминаю, да? Вот, так вот, рисование этой руки у меня заняло буквально 15 минут. То есть, если бы я рисовала две руки и сушила их поочередно, то у меня на это ушло бы минут 20. То есть, не намного больше, чем на одну ручку. После того, как мы нарисовали наши цветочки, не сушим, для того, чтобы не пересушить остаточную липкость. Сразу же по-мокрому слегка выбеляем краюшки цветков. То есть мне нужны самые яркие, самые светлые места в моих цветках, которые покажут объем цветочков и в то же время сделают чистенькие края у лепестков, если я где-то там немножечко тонкой кисточкой, вернее кисточкой для китайки немножечко где-то что-то испортила. И тонкой кисточкой я это поправляю.
После того, как все это сделала, отправляю на просушку в лампу буквально секунд на 10. Опять же, слежу за тем, чтобы не пересушить липкость, которая здесь минимум, а она мне нужна, потому что неоновые пигменты не втираются в безлипкий слой, они втираются только в липкую поверхность. И мне нужен хороший липкий слой для того, чтобы мой пигмент прилип. Поэтому иметь под рукой универсальный липучий гель, который вам поможет в данной ситуации в любых дизайнах, очень даже полезно. Ссылочки на все используемые материалы оставлю вам в описании. А теперь затираю свои цветочки. Выбрала пигменты, которыми я работаю, маленькой тоненькой кисточкой, натираю их в том порядке, в котором мне хочется. В данном случае серединку мне захотелось сделать более темную, а по краешкам разместить оттенки, которые светлее и самый светлый. Кстати, скоро пигменты неоновые тоже поступят в продажу в магазин, и они очень будут востребованы у вас в дизайнах в летний период. Это прям вот самый must-have, который вам нужен. Кстати, затирочку делаю по одному пальчику. Я просушила безымянный пальчик, затерла его, потом нарисовала средний пальчик, подсушила, затерла, и потом указательный подсушила, затерла, чтобы не пересушить остаточную липкость. Ну и после того, как все готово, я немножечко прорисовываю цветочки белой красочкой, без липкого слоя. Здесь в принципе не имеет значения, какая у вас краска, с липким слоем или без. Потому что этот слой пигмента мы затирать уже не будем, он у нас останется в качестве контуров. Украшаем серединки наших цветочков гелем с блестками и перекрываем финишным покрытием. Почему-то гели с блестками у меня получились совсем не в фокусе, и я этот кусок вырезала. Но тем не менее, понимаем, что гели с блестками мы раскладываем просто точечками в серединке цветочков. Это не сложно, вы это и без меня сделаете. И после того, как перекрыли финишным покрытием и просушили, добавляем точечек в серединках наших цветочков. Кстати, здесь мы решили перекрыть матовым топом, для того, чтобы подчеркнуть фактуру и вот такую вот бархатистость наших цветов.
Итак, вот такой вот потрясабельный дизайн у нас получился, безумно красивый. Мы с клиенткой прыгали до потолка, как нам понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. Этот дизайн станет must-have на этот сезон, потому что он действительно безумно просто рисуется и при этом потрясающе красиво выглядит. Я же надеюсь, вам понравилось. Всем до новых встреч. Пока!